Всем привет! Вы на канале Notebook Means Buy, и сегодня у нас на обзоре игровой ноутбук Asus TUF Gaming FX 505. В обзоре расскажем о достоинствах и недостатках ноутбука, а также протестируем в тестах и современных играх. Обозреваем не самую топовую модель ноутбука FX 505GE BQ156T с IPS матрицей 1920 на 1080 на 60 Гц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti на 4 ГБ, процессором Intel Core i5-8300H, двумя накопителями SSD на 128 ГБ и HDD на 1 ТБ и предустановленной операционной системой Windows 10. Ноутбук, как и множество современных игровых моделей, выполнен в рубленном черно-красном дизайне. Корпус изготовлен из пластика в фирменном стиле Reed Fusion. Все пластиковые поверхности с декоративным эффектом отшлифованного металла. Рамка экрана снизу и по бокам тонкая, а вот внизу очень широкая. В целом ноутбук смотрится органично и стандартно для игровых ноутбуков. На верхней крышке логотип компании в зеркальном исполнении красного цвета. Верхняя крышка и palmrest ноутбука марки, но за счет декорации пластика под металл следы от пальцев видны только под определенными углами. Нижняя часть из пластика с перфорацией и прорезиненными ножками, чтобы ноутбук не скользил, стоя на гладких поверхностях. Ноутбук прошел тестирование по американскому военно-промышленному стандарту MIL STD 810G. В ноутбуке Asus TUF Gaming FX 505 установлена полноразмерная мембранная клавиатура. Кнопка включения вынесена за пределы клавиатуры. Левее находится индикатор состояния ноутбука. Ход клавиш мягкий с приятной отдачей, гравировка на клавишах красного цвета, как и окантовка клавиш с выделением WASD. Подсветка клавиатуры имеет 3 режима яркости, также красная. Тачпад ноутбуке размером 104 на 74 мм с поддержкой жестов. Не прогибается, имеет достаточную чувствительность, но как и корпус очень маленький. По габаритным размерам ноутбук довольно стандартный для современных игровых моделей. Толщина 2 см 68 мм, вес 2 кг 200 грамм. Блок питания с выходным напряжением 19 вольт при силе тока 6,32 ампера с Г-образным штекером, что не всегда удобно при использовании. В ноутбуке установлена хорошая IPS-матрица диагональю 15,6 дюймов с разрешением 1920 на 1080 и частотой обновления 60 Гц. Матрица матовая, поэтому на солнце и под прямыми лучами света не бликует. Утечки подсветки и засветов на экране практически нет. Цветовой охват очень хороший, покрывает 82% пространства sRGB. Углы обзора матрицы ноутбука также хорошие, при отклонениях дисплея как по горизонтали, так и по вертикали изображение практически не теряет в цвете и контрастности. Матрица идеально подходит для игр, а вот для профессиональной работы с графикой мы, как всегда, рекомендовали бы использовать внешний монитор. На левом борту ноутбука Asus TUF FX 505 находятся два разъема USB 3.1, один разъем USB старой версии 2.0, разъем HDMI, комбинированный аудиовыход для микрофона и наушников, сетевой разъем RJ45 для подключения интернет-кабеля и разъем для подключения блока питания. С правой стороны ноутбука расположен только слот замка Kensington Lock. В задней части ноутбука находятся две вентиляционные решетки. За звук ноутбуки отвечают два стереодинамика, звук типичный для недорогих игровых ноутбуков. Запаса громкости хватает, а низких частот и объема не хватает. При подключении качественных наушников, благодаря фирменной технологии DTS, мы получим виртуальный пространственный звук формата 7.1, который довольно неплохо звучит. Бюджетный встроенный микрофон и веб-камера на 1 мегапиксель подойдут для семейных видеозвонков. За передачу данных в ноутбуке отвечает сетевой адаптер Intel IC9560 Bluetooth 5 версии и гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера Realtek. В данной конфигурации ноутбука установлен 4-ядерный 8-поточный процессор Intel Core i5-8300H на платформе Coffee Lake, штатная частота процессора 2,3 ГГц в режиме турбобуста 4.0. В ноутбуке установлено 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 одной планкой от компании
компании Samsung. На материнской плате 2 слота, поэтому оперативная память легко увеличивается до 16 ГБ. Максимальный объем памяти 32 ГБ. В качестве хранилища данных в ноутбуке используется быстрый SSD-накопитель Kingston объемом 128 ГБ и 2,5 дюймовый HDD Toshiba объемом 1 ТБ. В ноутбуке две видеокарты, встроена в процессор Intel Graphics 630 и внешняя Nvidia GeForce GTX 1050 Ti на 4 ГБ. Ноутбук довольно легко разбирается, откручиваете один из винтов и нижняя крышка снята. У вас появляется полный доступ к системе охлаждения. Можно установить дополнительный модуль оперативной памяти, почистить от пыли или поменять термопасту. Нюансом является то, что винты разных размеров, поэтому важно не перепутать их при сборке. Протестируем производительность ноутбука в нескольких тестах и начнем, как всегда, с утилиты AE64. В тесте производительности центрального процессора CPU Queen набираем весомые 26 416 баллов. Еще один тест производительности процессора CPU Z. Снова высокие результаты, тут в однопоточном режиме получаем 454 балла, а в многопоточном 2227. В бенчмарке тестирования видеокарты GeX 3D FarMark получаем 3530 баллов при среднем FPS 58. Максимальная достигнутая температура 67 градусов. В набирающем популярность бенчмарке по Smart Performance Test получаем 7530 баллов, а в тесте CPU Mark. В бенчмарке Geekbench 5 получили следующие результаты. В однопоточном режиме 1060 баллов, а в многопоточном 3748. Протестируем ноутбук и Vangin Heaven Benchmark 4 серии на ультра экстремальных настройках. Набрали 1808 баллов при среднем FPS 71,8, максимальный FPS 151, минимальная просадка на 8,7. Проверили, как ноутбук рендерит 3D сцены в Blender Benchmark и получили результат Blender Score 72,96. Это очень высокий результат, которого мы не ожидали получить. В данном тесте ноутбук обошел процессор Intel Core i5 10300H, установленный в ранее тестируемом нами Acer Nitro 5, который на 2 поколения новее. То есть с графикой и видео на ноутбуке получится поработать. Тест SSD накопителя в программе Crystal Disk Mark показал не самые хорошие результаты, как чтения, так и записи. А вот результаты Винчестера стандартные для такого типа устройства хранения данных. Протестируем ноутбук в играх. Для начала запускаем бенчмарк игры World of Tanks на ультра максимальных настройках трассировки. Получаем отличный результат и 11338 баллов. Таким образом делаем вывод, что поиграть в танки мы сможем на самых высоких настройках графики. В бенчмарке гоночного симулятора Forza Horizon 5 на средне-низких настройках получаем рекомендацию играть на низких настройках и средний FPS 58. Таким образом делаем вывод, что поиграть в Forza 5 Horizon мы можем на низких настройках графики. Провели тест бенчмарки игры Cyberpunk 2077 на низких настройках и получаем средний FPS 53, минимальный 13, максимальный 101, число кадров 3462. Поигравшись с настройками игры, снизив на минимум, удалось поиграть в игру, но просадки есть. То есть комфортно играть в Киберпанк на данной модификации ноутбука не получится. В старой, доброй и до сих пор очень популярной GTA 5 ноутбук ведет себя очень хорошо. На стандартных настройках игры FPS ниже 60 не опускался, то есть вы комфортно сможете играть в GTA 5 на данном ноутбуке. Сырой God of War чуть сложнее. В режиме игры на низких настройках имеем FPS 45+, а вот если ставим стандартные, то имеем просадки ниже 30. Вердикт: играть в God of War комфортно можно только на низких настройках графики. В ноутбуке установлен несъемный литий-ионный аккумулятор на 3 ячейки емкостью 4110 мАч, запасом энергии 48 Вт-часов. В режиме работы с документами ноутбук будет работать без зарядного устройства около 5 часов, а в режиме максимальной нагрузки около часа. Подведем итоги.
Asus TUF FX 505 в нашей модификации — это неплохой бюджетный игровой ноутбук. Любые повседневные задачи по учебе и работе будет выполнять на 100%. Большинство нетребовательных игр вы сможете поиграть на средних настройках, а вот для ресурсоемких игр лучше поискать другую модель ноутбука. Хотя, добавив одну планку оперативной памяти на 8 ГБ, производительность в том же Cyberpunk заметно улучшится. Ноутбук очень хорошо рендерит, поэтому использовать для работы с графикой его можно, но желательно подключить внешний монитор. Из минусов выделим отсутствие картридера, марки поверхности корпуса, один вид подсветки клавиатуры красным цветом, не самую мощную и современную видеокарту. Также ноутбуку не хватает оперативной памяти, но ее можно легко увеличить, добавив планку на 8 ГБ. По соотношению цена-качество мы поставили бы данному ноутбуку 8 баллов из 10. Именно данной модификацией с конкретными характеристиками. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте лайки, а мы постараемся чаще выпускать видеообзоры ноутбуков различных типов.